Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Еду сейчас в гараж, чтобы продолжить работу с ураловским двигателем. Осень вносит свои коррективы. Еще и 6 часов нет, а уже сумерки, уже темнеет. Как все-таки хорошо, что нашелся гараж для аренды. И особенно здорово, что нашелся гараж с электричеством. Были варианты и без электричества, то есть пришлось бы привозить сюда какой-то аккумулятор и делать освещение светодиодными лентами на 12 вольт. Ну, будем считать, что повезло. Можем работать с электроинструментом и при хорошем освещении. Двигатель. Мы с вами остановились на стягивании маховика с коленвала. Для этой цели я сегодня изготовил небольшой съемничек. Выглядит он следующим образом. Это толстая стальная пластина с двумя пазами шириной 10 мм. Сюда должны свободно вставляться и перемещаться соответствующие болты, которые мы будем вкручивать в маховик. Естественно, для изготовления использовал подручные материалы. Это пластина крепления редуктора газового оборудования автомобиля в количестве 4 штук. Сварены между собой для обеспечения необходимой жесткости и прочности. Также имеется центральное отверстие, нарезана резьба М12. Дополнительно приварена гайка для усиления. Ну и давайте попробуем. Вкручиваем один болт, вкручиваем второй болт. На этом этапе выясняется, что с межосевым расстоянием я немного промахнулся, поэтому дорабатываем съемник с помощью напильника, буквально на 5 миллиметров. Подумаешь, какая ерунда. На 5 миллиметров разогнать пазы. 2,5 с одной стороны, 2,5 с другой стороны. Одно точно становится ясно, на этом этапе отопления мне в гараже не надо. Мне жарко. Вот теперь это не просто железка, а настоящий инструмент, ради которого пришлось попотеть. Давайте его установим. Не забываем, что резьбы в маховике немного, около полусантиметра, и глубоко эти болты вворачивать нельзя, иначе они упрутся в заднюю крышку двигателя, ее деформируют, и потом будут проблемы с извлечением и установкой сальника маховика. Так что буквально на полсантиметра и вкручиваем, чтобы вся резьба у нас была задействована, но не более того. Один болт, второй болт, и дальше даем натяжку центральным. Не помешает зафиксировать маховик от проворота с помощью свечника от бензопилы, либо какого-нибудь другого подходящего гаечного ключа. И видите, что происходит? Я вкручиваю центральный болт съемника, и одновременно вкручивается болт маховика. То есть усилие у нас не создается. Необходимо всю эту конструкцию разобрать и болт съемника заточить. Сделать его коническим. Вот теперь, кажется, должно получиться. Снова собираем всю конструкцию. Можем даже добавить немного смазки.
Ну и создаем натяжение. О, сейчас вкручивается болт съемника, а болт маховика стоит на месте. Вижу, пошли уже гнуться пластины. Значит, усилие неплохое. И вот в этот момент попробуем провернуть небольшой фокус. Возьмем молоток и сделаем один четкий удар в центральный болт. По задумке маховик должен был сейчас спрыгнуть. Но этого не произошло. Очень крепко сидит. Очень хорошо держится. Значит, отличный конус. Здорово притерт. Ну, все, съемник поплыл. Съемник не выдержал нагрузки. Это фиаско. Кажется, сегодня не мой день. Болты уцелели. Центральный болт маховика тоже в порядке. А вот съемник сложился. Не выдержал нагрузок. Оно и понятно, никто не использует для этих креплений высококачественную инструментальную сталь. Не учел я этот момент. Ладно, что можем попытаться сделать? Мне в комментариях к предыдущему видео написали несколько вариантов, как можно снять маховик, не имея съемника. Для этого вкручивается болт, цепляется гаечным ключом. Не знаю пока каким образом, но попытаюсь придумать. И куда-то как-то мы молотком ударяем. Подозреваю, если мы создадим усилие, перекашивающее маховик в эту сторону, то ударить надо будет, соответственно, сюда. Попробуем. Самый большой у меня ключ на 24. Болт. Создаем такое приподнимающее одну сторону усилие на маховике. Пробуем. Очень громко, уши закладывает. Но эффекта пока нет. Что если попробовать вот так надавить, прям весом, ключ гнется, видите? Так, что-то куда-то пошло. Но я не совсем понял, что и куда. Что-то где-то провалилось. Ключ куда-то соскочил, но либо ключ соскочил, либо маховик сошел. Да, так все просто открывалось. Я вижу, уже ходит внутри конус коленвала. Но маховик еще держится на шпонке, судя по всему. Вот так, пошевеливаниями, пошатываниями удалось. Маховик снят. Здесь ничего не повредили. Обратите внимание, сальник стоит с перекосом. Возможно, из-за этого и подтекало масло. Здесь рабочий поясок под сальник довольно широкий, но выработки нет. Конус не поврежден. Отлично. И вот вам, друзья, еще один лайфхак от старого позитчика. В
такие дни, когда работа не ладится и все валится из рук, важно вовремя это осознать и остановиться, пока не испортили что-нибудь важное, нужное и дорогое. Видео получилось короткое, фактически о том, как снять маховик, когда у вас минимум инструмента. Можно попробовать из него шортс запилить. А на этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.